Привет из Дагестана! Сегодня я расскажу, что можно посмотреть в Махачкале за 1-2 дня. Ведь именно настолько туристы чаще всего сюда приезжают. Обычно Махачкала – это база, чтобы ездить на экскурсии по Дагестану, ездить в горы, поэтому все прилетают сюда ненадолго. В этом видео я не буду показывать горы, я покажу вам саму Махачкалу. Мы прогуляемся с вами по улочкам, посмотрим основные достопримечательности, и еще я покажу, где я остановилась, потому что квартира недорогая и хорошо расположена. Пойдемте! Я прилетела в Махачкалу из Питера. В Дагестане всего один аэропорт. Он совсем маленький. В зале прибытия лишь одна лента получения багажа. Нет кафе и ресторанов. Зона ожидания крошечная. По прилету я сразу столкнулась с трудностями. Я не смогла уехать из аэропорта, так как вызвать такси не получалось. Сюрприз номер 1 – мобильная связь Теле2 в Дагестане не работает. Уже позже я выяснила, что в такой ситуации нужно вручную переключиться на сеть другого оператора. Это бесплатно. Сюрприз номер 2 – сети Wi-Fi в аэропорту нет. Я специально искала информацию об этом заранее, и туристы в интернете пишут, что в аэропорту Махачкалы Wi-Fi есть. Но знайте, в зоне прилета он отсутствует. Сюрприз номер 3 – таксисты возле аэропорта зазывали всех в Дербент, а поездка длиной в 30 минут до Махачкалы их интересовала в последнюю очередь. Как хорошо, что дагестанцы оказались отзывчивыми людьми. Я подошла к сотрудникам аэропорта, рассказала, что осталась без связи и не могу попасть в Махачкалу. Они тут же помогли вызвать такси. Я остановилась в центре города, в 10 минутах ходьбы от Джума-мечети. Поездка из аэропорта заняла около 40 минут и стоила 500 рублей. Я ехала на местном такси Анжи. Еще тут есть Яндекс.Гоу. Цены у них примерно такие же. А сейчас поговорим о том, где остановиться в Махачкале. Покажу свою квартиру в центре города. Делюсь с вами очередной находкой для любителей путешествий. Я часто путешествую с ручной кладью и давно хотела купить себе рюкзак, который подходит всем требованиям авиакомпании, особенно лоукостеров. Я купила вот такой рюкзак и уже проверила его в 2 путешествиях. Летала с Nordwind и с Mart-Avia. Он влезает в калибратор, но при этом он такой вместительный, что я вмещаю в него всю свою технику и одежду. Даже на 5 дней в Казани я ее вместила. Я давно искала качественный, недорогой, вместительный рюкзак, который хорошо смотрится, удобно сидит, и очень рада такой находке. Поделюсь с вами ссылочкой, если вы часто путешествуете с ручной кладью, пользуйтесь. А сейчас покажу, где я остановилась. Это однокомнатная квартира в центре города, рядом с достопримечательностями. Это прихожая, здесь стоит шкаф с зеркалом и полочками. Прихожая большая, вот здесь вход в ванную комнату, тут стоит холодильник и здесь вход в гостиную. На стене висит большой телевизор, тут около 300 каналов, и еще в квартире есть интернет, он хороший. Здесь просторная кровать, очень удобный матрас, мне прям понравилось, я уже здесь переночевала. Шкаф вместительный, там есть утюг, фен, гладильная доска, плечики, все удобно. И вот тут такой диванчик, видно, что не новый, но в принципе пусть будет. В квартире есть и батарея, и кондиционер. Вот здесь выход на балкон, есть выход еще с кухни. Балкон очень большой, так огибает всю квартиру. С балкона у меня видно главную мечеть Махачкалы. Вечером она так красиво светится. Квартира на 10-м этаже, отсюда очень классный вид на горы, видно город, даже какие-то достопримечательности. Двор тут спокойный, тихий, и слышно, как кричит петух время от времени. Где он тут, я не поняла. Смотрите, я все еще иду по своему балкону, он просто какой-то бесконечный. И сейчас вот отсюда можно зайти в кухню. Вот так с балкона я попадаю в кухню, здесь еще одна батарея. Тут шкафчики, есть посуда, как для готовки, так и для еды.
стиральная машинка, микроволновка, кувшин для воды. Воду из-под крана я тут не пью, потому что она на вкус такая не очень приятная, даже кипяченая. Покупаю отдельно. Внизу есть гастроном, это очень удобно. Плита тут газовая. И вот тут обеденная зона, стол достаточно большой, 4 стула, очень удобно. Теперь посмотрим ванную комнату. Здесь есть ванна, все здесь чистенькое, опрятное. Из каких-то гигиенических принадлежностей было только мыло, все остальное нужно взять с собой. Еще туалетная бумага есть. Ну и в целом все. Горячая вода есть. Но из минусов отмечу, что здесь очень плохой напор воды. Вода льется прям медленно, и бачок сливной тоже набирается медленно. В остальном претензий нет. Вот такая квартира. Ставьте лайк, если она вам понравилась. Пишите в комментариях, что о ней думаете. Для своей цены я считаю, что она очень даже приличная. Тем более она хорошо расположена. Я пешком дохожу до мечети, вижу ее из окна. До рынка близко. До моря идти минут 25. В общем, все здесь удобненько. Рядом есть супермаркеты, гастроном. Эту квартиру я снимала на сайте суточно. Ссылочку я вам, конечно, оставлю в описании под видео. Пользуйтесь, мне кажется, это отличный вариант для поездки в Махачкалу на несколько дней. Отправляемся гулять по городу. Покажу, что можно посмотреть в Махачкале за один день. Первым делом сходите в центральную Джума-мечеть. Ее возведение началось в 1991 году. Строительство спонсировала богатая турецкая семья. За образец архитекторы приняли голубую мечеть в Стамбуле. Сегодня Джума-мечеть Махачкалы называют одной из самых значимых не только в Дагестане, но и во всей России. Она вмещает до 17 тысяч человек. Ее мозаики и орнаменты завораживают. Туристы могут бесплатно зайти внутрь. Женщины на второй этаж, мужчины на первый. На входе вам дадут специальную одежду, подходящую для посещения мечети. Рядом с мечетью разбит небольшой парк, в котором можно отдохнуть и выпить родниковой воды. Гулять по улицам Махачкалы тоже любопытно. Этот город нельзя назвать интересным с точки зрения архитектуры, зато он колоритный. Сейчас я пришла на центральную площадь Махачкалы. Здесь особо нет интересных достопримечательностей, но все туристы обязательно ее все равно посещают. Здесь Ленин и какие-то административные здания. Дом профсоюзов, вот это я не знаю, что слава героям города Махачкала. Здесь висят баннеры с Днем города. Видимо, недавно Махачкала праздновала День города. Здесь еще установлена сцена, ее сейчас разбирают. В общем, такое место проведения каких-то общественных событий. Но так сюда сходить стоит просто ради галочки, наверное, а смотреть особо нечего. Зато здесь рядышком рынок, недалеко море, до мечети можно дойти. Это хороший ориентир. А еще рядом есть сквер, в котором можно погулять. А теперь пойдем на главный рынок Махачкалы. Он называется рынок номер 2. Это место любят и сами дагестанцы, и туристы. Сюда стоит пойти за вкусными местными овощами и фруктами, свежей рыбой, кавказским сыром и, конечно, за гастрономическими сувенирами. Советую обратить внимание на местные пряности и знаменитый дагестанский урбеч – тягучую ореховую пасту из миндаля, арахиса и других орехов или семечек. Это вкусное и полезное лакомство. Цены на рынке в Махачкале оказались приятными. Сочные помидоры и огурцы по 50-70 рублей за килограмм в разгар осени – это очень хорошо. Здесь можно основательно закупиться натуральными продуктами.
Я удивилась, что в Махачкале не оказалось привычных сетевых супермаркетов. Даже вездесущие пятерочки есть только где-то на окраинах. Тут популярны так называемые гастрономы. Это что-то вроде мини-маркетов. Неудобно, что расплачиваться надо наличными или онлайн-переводами, а ассортимент очень скромный. Самый лучший магазин в центре Махачкалы – «Зеленое яблоко». Тут можно купить привычные продукты и готовые блюда. Выбор очень хороший. Оплачивать покупки можно банковской картой. Кстати, я отметила, что цены на многие продукты в Дагестане выше, чем в Питере. Где поесть в Махачкале местную кухню вы легко найдете. Это, например, шашлычная номер 1, знаменитый ресторан на Лермонтова и много чего еще. Выбирайте по отзывам, точно не промахнетесь. А если вы, как и я, небольшой поклонник кавказской кухни или просто ее немножко переели, хочется чего-то привычного, я советую пообедать в кафе Мавада. Я сюда сейчас сходила, и здесь очень большой выбор. Есть и кавказская кухня, все местные знаменитые блюда, и что-то привычное, типа супчики, пиццы, даже роллы есть. В общем, рекомендую это место. Готовят тут вкусно, но обслуживают не быстро. Ресторан находится прямо у центральной джума-мечети, поэтому народу здесь обычно много. Любопытный факт. В центре Махачкалы не нашлось ни одного Бургер Кинга или Макдональдса. Это меня не расстроило, но удивило. Еще одно место в Махачкале, где стоит побывать туристам, это смотровая площадка. Отсюда можно полюбоваться городом и Каспийским морем. Вполне реально забраться на гору пешком, но я советую взять такси. От моего дома в центре Махачкалы до смотровой я доехала всего за 100 рублей. В описании под видео оставила для вас точку на карте. Там же прописала все места, которые я посетила в Махачкале. Пользуйтесь! А еще я советую вам погулять по городу вечером. Это красиво! Давайте прогуляемся по пляжу и набережной Каспийского моря. Не все знают, как тут приятно. А сейчас я гуляю по набережной Махачкалы. Я смотрела столько обзоров об этом городе, но никто не показал набережную. А тут есть где погулять, есть что посмотреть. Мне кажется, здесь стоит побывать каждому туристу. Здесь очень зелено, красиво, но это необычный променад, к которому мы привыкли в курортных городах. Он отделен от моря железнодорожными путями, поэтому иногда здесь проезжают поезда. Но это особо не мешает, потому что всегда можно спрятаться в зеленые зоны, где-то полюбоваться цветочками, посидеть на лавочке. В общем, место очень классное. Рекомендую здесь побывать. На набережной можно перекусить. Цены для пляжного кафе мне показались низкими. Я пришла на городской центральный пляж Махачкалы. Сейчас конец сентября, людей достаточно много, все загорают, отдыхают. Есть люди, которые купаются. Их не то чтобы много, но они есть. Даже видела, что вечером кто-то купается. Если верить людям, то температура воды сейчас 26, а воздуха 25. То есть вода теплее, чем воздух. Ну, я потрогала, тепленькая. И давайте я покажу вам, какой тут песочек. Он такой достаточно крупный, здесь встречаются ракушки. Но вот я иду босиком, и мне не больно, я их не чувствую. А если подойти чуть-чуть поближе к морю, там даже такой помельче уже песочек. Заход в воду здесь достаточно плавный, но глубоко становится очень быстро. Поэтому, может быть, не всем детям здесь будет комфортно купаться, но взрослым, которые умеют плавать, наоборот, хорошо, не надо далеко идти. Пляж тут оборудованный, здесь есть кабинки для переодевания, лавочки, беседки, где можно посидеть. В целом все очень удобно, даже есть спортивные площадки, что-то для детей. Мне не хватает только кафешек, где можно было бы посидеть, выпить кофе и полюбоваться Каспийским морем.
Я ничего не ждала от Махачкалы, а она по-хорошему меня удивила. Если бы в это место и развитие туризма вложили деньги, Махачкала превратилась бы в отличный курорт. Будем надеяться, что когда-нибудь так и будет. Мне понравился Дагестан. Чем-то напоминает Грузию, согласны? В Махачкале, вопреки страшилкам, оказалось совсем не опасно, а местные жители очень приятные, дружелюбные и открытые люди. Ставьте лайк, если хотите побывать в Дагестане. Поделитесь в комментариях своим мнением о Махачкале. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.